Всем привет! Многие все-таки немножко не въехали и не понимают, как и что выплачивается. Я прошу, делитесь этим видео с теми людьми, которые сейчас в Ирландии, которые пишут в Фейсбуке, в Телеграм-каналах, в различных чатах, что они не понимают, когда и что будет выплачиваться, на каких условиях. Еще раз, это обновленное еще видео, да, про выплаты, которые будут выплачиваться теперь в ноябре. Вот полностью здесь все расписано. Вы можете почитать эту статью. Двойные выплаты уже по джобсикеру, по соискателю работу. Это адресую тем, кто ищет работу. Если вы получаете пособие по безработице, то если вы получили двойные выплаты в конце октября, то я вам сообщаю, что вы счастливчик, и вы получите еще двойные выплаты, Christmas бонус, то есть на новогодние, да, праздники вы получите еще раз двойную выплату, но уже в середине декабря. Все остальные, которые не получили в конце октября двойные выплаты, я вас огорчу, вы не проходите, вы не являетесь специалистом в этой области, то есть вы не профессиональный еще безработный, таковым вас не считает государство Ирландии. Так что, извините, вам нужно еще немножко посидеть, и тогда в следующем году, возможно, вы этот статус вы получите, и тогда вам выдадут двойные выплаты. Все остальные, извините, уберите руки со стола, ничего там нету для вас, все тарелки уже пусты, все разобрали, так что довольствуйтесь тем, что у вас есть. А мы продолжаем дальше. Социальное обеспечение Ирландии на следующей неделе будут выплачены 4 надбавки к стоимости жизни. Вот про них мы сейчас и поговорим. Сейчас у меня среда, 6 ноября 2024 года, неделя началась. В бюджете 2025 года объявлено 10 единовременных выплат. Это касается различных слоев, да, категорий и выплат и статусов людей. То есть все вот эти 10 различных выплат будут получаться. Первое началось с октября, сейчас вот в первый вторник ноября, то есть это у нас было 5 ноября, вы все должны, у кого есть детки, должны были получить двойной child benefit. На одного ребенка платится раз в месяц, в первый вторник месяца 140 евро. Если вы их получили, я вас поздравляю, то 3 декабря, в первый вторник декабря 2024 года вы получите еще раз двойные child benefit. Я вас поздравляю, ваш карман стал немножко толще, и он будет еще пополняться и в декабре. Конечно же, это платится деткам. Надеюсь, вы все, кто получаете эти деньги, вы потратите их на детей, на покупки им вещей, подарков, и вообще, чтобы, да, они жили в комфорте, а не засунете их себе в кармашек и забудете про то, что это платится на детей, деткам, для того, чтобы они жили комфортно. Двое-трое детей, вы сами уже сможете умножить и понять, какую сумму вы получите. Обратно же повторюсь, получили, если вы эту двойную в ноябре, значит, вам гарантированно будет и в декабре. Если вы не получили, то молниеносно пишите в Интрео на email, а лучше ножками топайте в Интрео и спрашивайте, почему с вами так поступили. Они посмотрят по компьютеру, по базе данных и скажут вам, голубчик, либо красавица, вот так, вот тот, нам нужно от вас такая-то бумага, мы не знаем, либо что-то вы сделали не так, вам все объяснят, разжуют, поверьте, вы это поймете. Не нужно обрывать чаты, писать и куча вопросов по поводу, почему ему да, а мне нет. Здесь справедливое государство, и значит есть какая-то причина, по которой вам это не одобрили. Идем дальше. На следующей неделе, то есть мы сейчас находимся уже в этой неделе, будут выплачены 4 надбавки к прожиточному минимуму по линии социального обеспечения, что очень важно. На этой неделе, да, выплачивается вот именно такая, знаете, настоящая социалка тем людям, которым она необходима.
На этой неделе будет более миллиона получателей социального пособия, получат двойное октябрьская неделя. Мы про это только что говорили. Это уже получили люди в конце октября. Октябрьский бонус является первым из 10 единовременных выплат на общую сумму 1,4 миллиарда долларов, направленных на помощь в покрытии стоимости жизни, да, чтобы люди себя чувствовали более комфортно. На следующей неделе, начиная с 4 ноября, будут выданы еще 4 бонусных платежа. Пожалуйста, внимательно слушайте. Оставлю ссылочку на вот эту вот статью, чтобы вы могли ознакомиться и меньше задавать вопросов. А если кто-то задает вопросы, то делитесь с ним моим видео, моим каналом. На моем канале обязательно вы подписывайтесь на него. Самые оперативные, самые новые новости, то есть информация по выплатам, социалу, бенефитам, по информационной политике в Ирландии, новостям, то есть по самым резким, острым каким-то событиям, которые происходят в Ирландии, вы найдете ответы, как податься, например, на ARP-карту, как найти жилье, как получить learner права, то есть, да, водительские права в Ирландии. У меня на канале есть ответы практически на любой ваш вопрос. Главное, немножко пользуйтесь лучше поиском и не стесняйтесь писать мне в социальных сетях. Смотрите, с 4 ноября начнутся, да, еще бонусные платежи. Это бонусный платеж в размере 400 евро получит Working Family Payments. Это работающая семья. Сразу люди начнут спрашивать, что это такое, как это, да, оформить. Это, ребята, та семья, в которой работает один человек, и обычно это всего лишь неполный рабочий день, то есть part-time, бывает и full-time, но это очень редко, это должна семья, и там должны быть еще определенные категории. Эти категории это чтобы в вашей семье находился один и более детей. То есть один это обязательное условие. Чем больше, то, конечно, тем больше у вас будет вероятность того, что вам оформят, вам одобрят эту программу, эту выплату. Следующее это Disability Support Grant. Это выплата по инвалидности. То есть это инвалидам выплачивается единовременно тоже 400 сверху евро. То есть получает он, например, там 250 евро пенсии по инвалидности и плюс еще 400 евро ему дадут бонусом государства, чтобы инвалиды Ирландии чувствовали себя комфортно и понимали, что про них не забыли. То же самое и с Work Family Payments. То есть работающая семья то же самое получает. Например, там у нее пособие 232 или 235 евро в неделю, да, им просто еще независимо от количества, от суммы выплаты, которые они получают, им просто дают по 400 евро, что Working Family Payments, что Disability Support Grant. Это по 400 просто, не зависит от того, какая у них сумма ихнего пособия. Следующее, ребята, это выплата на oil, то есть на отопление, можно сказать, да, то есть по топливу. Это получают не все, это ограниченное, конечно, количество. Те люди, которые тоже прошли квалификацию, которые заполнили appointment, которые подходят, да, под эти все параметры стандартные, которые прошли там полностью все, да, спектры нуждаемости. Если им одобряет, то домохозяйство, получавшее пособие на топливо, получит единовременную выплату в размере 300 на следующей неделе. То есть имеется в виду на вот этой вот неделе, потому что статья написана заранее, она написана в конце октября. То есть неделя у нас начинается, да, началась у нас с 4 ноября и по 8 это пятница. Вот эти вот выплаты, все, которые я сейчас пересказал, они будут выплачиваться. И в том числе 300 евро будут выплачены в какой-то из этих дней, да, потому что я его не получаю, я живу в квартире, я не в курсе. 300 евро выплатят тем, кто проходит этот тест нуждаемости на топливо, и им дадут 300 евро. Первый из двух выплат двойного пособия на ребенка также будет выплачен на следующей неделе. Про это я вначале сказал. Если вы его получили, то значит в декабре вас ждет еще
один двойной child benefit. Но останавливаться мы не будем по топливу, потому что я к нему слишком с ним не связан, не знаю, как это все происходит. Я понимаю, что это у многих там oil, керосин, да, это все покупается на эти деньги и топится. У меня здесь радиаторы, которые от электричества работают, то есть накопительные, так что я в Ирландии пока не сталкивался с вот этими всеми выплатами на топливо и вообще с ойлом, да, с керосином, не имел радости, счастья как-то взаимодействовать. Идем дальше, так что поздравляю тех, кто получит на этой неделе тоже выплаты на топливо, это тоже отличная помощь. И я поздравляю искренне, потому что я знаю, что в Ирландии платят только тем, кто на это претендует по-настоящему. То есть, если человек где-то даже зарабатывает на 100-200 больше евро, чем полагается, то его лишает той или иной выплаты, тех либо иных привилегий. Дальше мы идем по списочку. Заглядывая дальше вперед, в течение недели, начиная с 11 ноября, будет выдан единовременная выплата Carrier Support Payment в размере 400 евро. Это осуществляется выплата по уходу, то есть опекунам. Если украинские беженцы, есть какие-то другие люди, которые, если вы являетесь опекунами, то начиная с 11 ноября вы получите единоразово 400 евро помощи от Ирландии, от government, потому что вы тоже несете нелегкую ношу, то есть быть опекуном, да, за кем-то следить, за кем-то кого-то обхаживать, кому-то помогать, то есть, а тем более, если это ваш родственник, это намного сложнее эмоционально, это трудно, сложно, и я понимаю, что эти люди тоже заслуженно получают эту выплату. Следующая выплата, которая будет выдаваться, это будет так называемая выплата одиноким людям, то есть вдовец, вдова, те люди, которые живут сами дома, да, она называется Living Alone Allowance, то есть тот, кто живет сам одинокий, им выдастся выплата, будет выплачена в размере 200 евро единоразово, то есть одним платежом они тоже получат просто 200 евро. Следующий момент. Между тем, единовременная выплата в размере 100 евро лицам, получающим пособие на содержание ребенка, ранее известно как квалифицированный ребенок, будет выплачена на неделе, начиная 25 ноября. Вот эту выплату я немножко не понял, что за квалифицированный ребенок. Кто знает, напишите в комментариях, что это такая за выплата. Я знаю только выплаты, да, это Child Benefit, и это Back to School, да, это когда выдается помощь на то, чтобы собрать ребенка в школу. Обратно же там нужно пройти тоже квалификацию, да, пройти категорию нуждаемости, чтобы правительство понимало, вы можете себя обеспечить сами, либо нет. То есть у них там есть критерии. Вот это вот я пока не понимаю, что это за 100 евро. Напишите в комментариях, что эти за 100 евро. Я поставил на паузу, чтобы разобраться. Child Support Grant, вот эти вот 100 евро, которые я сказал, не знаю, все-таки решил разобраться, да, потому что, мне было интересно. Это, получается, ребята, выплата для тех, кто в разводе, то есть, если ребенок живет с мамой, либо с папой, они в разводе, то это как бы дополнительные выплаты тех, кто получает алименты, вот эта выплата так называется. То есть, получается, если мама сама воспитывает ребенка, да, отец платит алименты, то, получается, если человек получает алименты, то они официально развелись, и получается, что статус, да, мама-одиночка, мама сама воспитывает, и отец платит обязательно алименты, это не обсуждается, плюс правительство решило так поощрить, да, как-то еще дать какую-то заботу, да, какое-то внимание тем деткам, которые воспитываются сами, не сами, в смысле, не в полноценной семье, то есть и вот маме либо папе, кто воспитывает, я не знаю по закону, в смысле, кому, да, как они там решили, как получилось у них, кто стал опекуном, да, кто живет, ребенок с кем живет, с папой или с мамой, и вот этим вот деткам, то есть родителям, да, этих детей выдается еще дополнительно 100 евро выдастся из бюджета 25 года, то есть теперь нам все это понятно, то есть на это претендуют только те родители, которые в разводе, то есть называется это выплата Child Support Grant, то есть помощь, да, детям. Вот такие вот новости у нас, вот что
что будет происходить у нас в ноябре, то, что будет происходить в декабре, конечно, я запишу эту информацию, чтобы вы были в курсе и не забывали, и не переспрашивали в чатах по 300 раз то, что уже всем известно. Кто-то скажет, сколько можно это рассказывать, пересказывать. Но люди не понимают. Я каждый день захожу в группу, в чаты, в интернет и смотрю, что просто. И у меня в личных сообщениях масса вопросов по всем этим выплатам. Я думал, что все умеют пользоваться Гуглом, но, как оказывается, нет, не все понимают. Многим легче просто написать, спросить, и чтобы за них, да, сделали какую-то работу. Вот видео, ребята, отправляйте им это видео, чтобы люди понимали. Ссылочки на все статьи, которые здесь были у меня, я оставлю, чтобы человек мог даже не смотреть мое видео до конца, либо до середины, посмотрел немножко, там 20-30 секунд, все понятно, ссылочка есть, перешел, прочитал сам и дальше делился этой информацией с людьми, чтобы люди были ознакомлены и были всегда в курсе всей новостной повестки, которая происходит в Ирландии. Всегда на связи.